Приветствую вас в моем экоблоге, меня зовут Эльвира, и сегодня я хочу разобрать состав кондиционера для волос Tsubaki от знаменитого японского бренда Shiseido. Данный кондиционер у нас предназначен для ухода за волосами, чтобы сделать их пышными, объемными, эластичными и упругими. Я думаю, многие видели у блогеров на обзоре данные кондиционеры и шампуни из данной серии данного бренда. Все они его расхваливают и говорят, насколько они классные для ухода за волосами. Так вот, сегодня посмотрим состав данного кондиционера, посмотрим, за счет каких компонентов достигается объем, пышность, упругость и блеск волос. Посмотрим, на каком месте находятся 5 компонентов, которые здесь указываются как самые главные компоненты, в каком месте они находятся в списке состава. И посмотрим, какие на него вообще, в принципе, есть отзывы. Для начала давайте посмотрим, какие 5 компонентов здесь заявлены, которые имеют 100% натуральное происхождение и ухаживают за нашими волосами. Это природная эссенция, фитоэссенция, которая повышает и сохраняет уровень влажности в волосах. Далее это масло камелии, которое придает блеск и эластичность волосам. Цитрусовая вода. Здесь используется лимонная вода, которая насыщает волосы витаминами. Далее здесь маточное молочко пчелиное, которое питает и дает рост волосам. И протеины сои, которые питают и укрепляют волосы. Так, что обещает нам производитель данного кондиционера? Он говорит, что при использовании данного кондиционера волосы наши будут упругими, красивыми, эластичными, блестящими и плюс еще будут хорошо расти и не будут выпадать. Давайте посмотрим состав и за счет чего достигается вот именно вот этот вот эффект гладких волос, объемных и блестящих. Хочу сразу сказать, что это далеко не за счет этих 5 компонентов, которые имеют 100% натуральное происхождение. Далеко не за счет данных компонентов. Итак, смотрим состав и видим, что здесь имеется 38 компонентов, 38 ингредиентов. Красным я отметила те компоненты, которые небезопасны для нас, небезопасны для нашей кожи, для наших волос. Да, кстати, забыла отметить, что стоимость данного кондиционера варьируется где-то в пределах 1050 рублей за вот такую вот баночку 450 мл. И к данной баночке можно еще, то есть можно приобрести такую вот упаковку один раз и далее уже покупать просто сменные такие дозаторы, у которых объем вроде бы 300-350 мл. Вот. В принципе, с точки зрения экологичности, может быть и экологично. Итак, давайте посмотрим на состав. И я вам сейчас скажу, за счет каких компонентов данный кондиционер работает. Первый компонент, который кондиционирует наши волосы, улучшает структуру волос, но при этом может вызвать раздражение, это изопентилдиол. Он находится на 2-м месте после воды. Хочу сказать, что данный компонент безопасен, и его можно смело использовать и не бояться. А вот следующий компонент, который называется бигентромониум хлорид и находится на 4-м месте, вот он уже может вызвать раздражение кожи, поэтому его нежелательно видеть в косметике, которую вы наносите на себя. Смотрим дальше. И здесь я хочу вам отметить 2 силикона, за счет которого работает данный кондиционер. Первый это диметикон. Это силиконовый полимер. Он, получается, у нас кондиционирует кожу головы, волосы, образует на волосах пленку, которая смягчает ее, убирает раздражение на коже. Вроде бы отлично, вроде бы хорошо. И дает волосам мягкость, эластичность, блеск, который как раз-таки обещает данный кондиционер. Но при этом он очень опасен, он очень токсичен, он забивает поры и не разлагается в природе. При этом еще он сушит кожу. И смотрите, что я хочу отметить. Данный кондиционер необходимо наносить не только на волосы, но и на кожу головы. То есть мы наносим на кожу головы данный кондиционер. Вот этот в составе силикон, который диметикон у нас используется, он у нас забивает поры на коже головы, создает пленку, за счет чего у нас кожа не дышит. Естественно, со временем появляются различные грибки, перхоть и раздражение. Следующий силикон – это амодиметикон.
Он также кондиционирует волосы, дает им гладкость, упругость, блеск. При этом еще у данного силикона есть эффект термозащиты, и он сохраняет цвет окрашенных волос. В чем опасность амодиматикона? Это в том, что он также, как и диметикон, забивает поры, приводит к появлению перхоти и, внимание, при длительном применении данный компонент вызывает выпадение волос. Понимаете, да, вот этот кондиционер мы наносим на нашу кожу головы, и он за счет содержания в составе вот этого амодиматикона со временем, если применять очень долго данный кондиционер, это приведет к выпадению волос. Что я хочу заметить, что это не один компонент, здесь есть еще один компонент, который при длительном применении способствует тому, что волосы начинают выпадать. И это аминопропилдиметикон. То есть еще один силикон, который также приводит к появлению перхоти. И еще раз повторю, при длительном применении способствует тому, что волосы начинают выпадать. Поэтому, если вы вдруг пользуетесь данным кондиционером на длительной основе, я вас умоляю, прекратите это делать, если вы хотите сохранить свои волосы на голове. Так, хочу еще один компонент отметить, который у нас также очень токсичен. Это стеариамония хлорид. Вот. И, конечно же, здесь использованы очень вредные красители желтого и красного цвета. Они отмечены вот циферками 19140 и 17200. Эти красители, они токсичные и очень вредные. Далее, конечно же, здесь в качестве небезопасного компонента использована отдушка. Естественно, она синтетическая. И я даже вот из этого флакона, он вроде бы открытый, да, но на него не надавливаешь. Я прям вот сижу и здесь чувствую его запах. Как-то я попробовала его выдавить на руку, посмотреть консистенцию. У меня потом весь вечер рука просто пахла, я ее раз, два, три помыла водой, но этот запах не ушел. Хочу напомнить, что синтетические отдушки, они также очень вредные, они могут приводить к головным болям и мигреням. И это далеко не окончательный список в том, чем вредны синтетические отдушки. А теперь давайте посмотрим, на каком месте у нас находятся эти 5 самых важных компонентов, о которых говорится прямо на упаковке. Здесь, когда читаешь, прям говорится о том, что вот данные, вот эти 5 компонентов в совокупности проникают глубоко в структуру волоса, улучшают состояние кожи головы, придают объем и пышность волосам. Это 5 ингредиентов, которые я перечисляла в самом начале, и давайте посмотрим, где они находятся. А находятся они в самом-самом конце. Особенно если посмотреть, где находится экстракт маточного молочка и протеины сои, это 2 предпоследних компонента. Здесь еще экстракт лимона, масло семян камелия. Они немножечко, конечно, повыше, но все же концентрация их в данной баночке совсем-совсем маленькая. Наверное, через пипеточку, наверное, добавляли по 2-3 капельки, я так думаю. Здесь еще один есть компонент, который тоже хороший, это розовая вода. Вот, но она тоже, к сожалению, где-то в конце находится. Хочу заметить, что вот эти вот 5 компонентов, о которых кричит производитель на упаковке, в описании, вот эти 5 природных компонентов 100% натурального происхождения, это просто маркетинговый ход. И работает данный кондиционер далеко не за счет данных компонентов натуральных, а работает именно за счет содержащихся в данном кондиционере силиконов, причем силиконов, которые очень-очень негативно сказываются на наших волосах, вплоть до выпадения волос. А теперь давайте посмотрим на него отзывы. Если посмотреть рейтинг его, то рейтинг где-то 4 из 5. Я поискала отзывы, и отзывов как есть положительные, так есть и отрицательные. Я просто выбрала 3 положительных, 3 отрицательных отзывов. Кто-то пишет, что очень классно у них шампуни, при этом очень классный кондиционер, тоже очень хорошо подходит. А кто-то пишет, что вызвал раздражение на коже, не только на коже головы, но и на лице вызвало раздражение. При этом кто-то пишет, что волосы выглядят как сосульки, абсолютно наоборот не расчесываются, а только наоборот путаются. Поэтому, как говорится, на вкус и цвет товарища нет, кому-то подходит, кому-то нет. Но какой делаю я вывод для себя? Данный кондиционер я ни за что не буду наносить на свои волосы, и уж тем более на кожу головы. Я еще хочу
чтобы у меня на голове были волосы, и они ни в коем случае не выпадали. И советую вам делать то же самое и ни в коем случае не наносить на себя данный кондиционер. Если видео вам понравилось, скорее ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!